В этом видео мы будем заниматься заменой подошвы. Подошва посыпалась. Я покажу, каким образом разобрать ее, как правильно сделать замеры подошвы. После чего я закажу ее, когда уже подошва нам придет, покажу, каким образом она собирается. Ну что, друзья, приступаем к разборке. Берем ножик. И нам надо вот эту всю ниточку отпарывать. Смотрим, если у нас получается отпарывать, то сразу отпарываем. Не, значит, берем сначала отверточку и поднимаем всю вот эту часть, края. Ну, тут она вообще рассыпается у меня. Но ниточку тут придется все равно убирать. Смотрите, она по кускам прям лезет подошва. Человек первоначально вообще одну ногу только принес, говорит, поменяйте мне на одном уже, что я ему говорю, на одноногих еще пока что не выпускает. Только пара идет, подошва. Ставил второй, приносит второй, а там тоже почти практически перелом. Так само, как и это сыпется. Так что потихоньку поднимаем. Смотрите, она, блин, она полностью сыпется. Режьте аккуратно, конечно. Старайтесь, чтобы саму верхнюю часть, ну, то есть кожу не порезать. Да, ну, видите, все. Да. Ничего уже не держит особо. Аккуратненько подрываем и потом делаем подрезик, чтобы убрать нитку. Так, идем дальше. Вся в рассыпную. Тут вся ломается, вся рассыпается полностью. Смотрите, кусками вылома идут ее. А зад не прошитый. До зада дошли и оставили. Ну, это фабрика прошивала. Подошва практически она разламывается, подошва. Зачищаем, поднимаем эту сторону. Вот это все надо очистить. Его не должно оставаться. Ниточка подрезана. Тут еще держит немножко.
видите, еще не так-то просто она идет, эта подошва. Вроде бы вся уже выломанная, а отрываться полностью еще и не хочет. Ее кусками потом срезать еще придется. Плавлено в подошву сильно. Так. Вот. Начало отходить уже. Аккуратно на вот этих вот швах соедини их. То, что при подрыве бывает разрывает весь шов. Вот. О, оторвали наконец-то. Так, это на место. Это сюда. Это выкинуть. Теперь вот это все надо почистить, чтобы у нас чистенько было. Где ножом, где на наждачку почищать вот это все. Всю вот эту ниточку убрать. Так, я сейчас почищу и мы продолжим. Ну что, друзья, я разобрал, почистил. Я вот это все немножко прошел наждачкой на наждаку. Подшлифовал, все поубирал. Куча оно держится. То, что разлетелось, я склеил. Теперь мы будем делать замеры. Берем обычную линейку, либо метр, без разницы, что вам удобно чем померять. Ставим на край и выводим сюда 27,5. Это наша длина. 27,5 пишем. Длина. Теперь ширину замеряем. Ширина 10. 10 ширина. Это я в сантиметрах все меряю. Так, нам нужен вот этот край борта. Край борта у нас приблизительно 2,3 где-то вот так получается. 2,3 задний борт. И вперед так само замеряем. У нас должно быть все замерено. Так, 2 получается. 2. Борт вперед. Все, замеры сняты. Теперь, друзья, я перейду на интернет-сайт, на котором я заказываю. Закажу подошвочку. Подошва, когда придет, мы ее просто возьмем, уже буду показывать вам, как ее будем мы собирать. Так, друзья. Сегодня я получил подошву. В принципе, позавчера была заказана. Вчера вечером по новой почте я забрал. В принципе, сутки она и шла. Теперь что ее остается, берем, теперь собираем. Сейчас берем мы наждачечку. Я крупную, я ту, что ставлю на станочек, у меня обрезки остаются вечно, то я ими пользуюсь. Вот этот глянец желательно надо прочистить, чтобы его не оставалось. Будет плохо браться. Вот это все надо наждачечкой пройти, глянец поубирать. Чтобы оно так шероховатое стало. Оно, тогда подошва лучше берется. Так, смотрите, наждачкой я прошел. Теперь надо его взять и пройти растворителем. Я использую 647 растворитель.
Беру тряпочку, намачиваю просто. Можно щеточкой, ну, под рукой тряпочка была, я покажу тряпочкой. Полностью его хорошо обезжириваем. После зачистки наждачки. Отставляем, пусть высыхает. Можно и помощью пройти. Ну, вроде зачищена, я ее на наждачке, чуть на наждаку обтачивал. После чего пришлось наждачку менять на ней. Старая подошва позаплавляла ее полностью. Ну, ничего, хуже не будет от растворителя. Так, все, пусть высыхает, и потом продолжим. Ну что, растворитель высох, теперь мы будем намазывать его клеем. Клей я в этом видео использую САР прозрачный. Могу также, бывает, использую либо дисмокол, кажу, они все дисмоколовый разряд. Боникол Тер, либо Боникол Пур. Вот такую еще могу использовать. Ну, на данный момент мы пользуемся САРом. Я его наливаю в баночку, кисточку и аккуратненько размазываю. Вы же можете любые сапожные клеи. Только главное читайте, что пишется на клее, каким образом им пользоваться. Промазываем подошву. Промазываем обувь. Тут видите, от старой подошвы остается видно, где она была. Ну, тогда приблизительно, и тем более мы подошву подобрали по сути похожую, идентичную старой. Не всегда так получается, но на данный момент подобрали такую. Недавно было, правда, что женщине отдал. Вернул назад, но ничего не смогли подобрать. Там что размер большой у женщины был. Еще и платформа тоже толстая. Так, что мы промазываем. Так само мы делаем и промазываем второй раз. Оно уже высохло. Его надо по-любому 2 раза промазывать. Промазали. И промазываем второй раз. Подошву. Смотрите, края. Главное, хорошо промазывайте. В основном края надо, чтобы хорошо брались у нас. Все, для полного высыхания оставляем. Оно высыхает, и будем мы его приклеивать. Так, ну что, друзья, у нас клей высох. Мы сейчас будем приклеивать. Я использую фен для нагрева. Нагревать будем обе стороны. Вот эту часть и вот эту. Это все на прогревку. Вы же смотрите, либо плиточкой, чем вам удобно, там уже мне его надо нагреть. Оно садится на горячую.
Так, подошва нагрета. Теперь сам ботиночек прогреваем. Место приклеивания. Приклеиваем. Немножко неправильно садится. Надо аккуратнее его. Вот, это оно пошло. Сразу не хотела. Уже клей не успел ухватиться. Вот оно. И выправляем. Его главное правильно вклеить. Так. Ну что, приклеено. Вот теперь хорошо обдавить надо, чтобы везде взялось. Где краюшки не взялись, а немножко клеем промазать, чтобы немножко еще, потом опять повторно где не ухватилось, а подогреть и приклеить. Так, и со вторым мы делаем то же самое. Далее будем приступать к прошивке. Так, что скажу, я решил все-таки сначала, наверное, ототру клей, а потом будем прошивать. Берем резиночку. Я беру микропорку. Вы же сами, смотрите, можете эластичкой обычной. И оттираем вот этот весь излишки клея. Они не нужны. Потом вот это все покремится. Но станет все черненьким. И все будет красивенько. Но клей надо убрать, чтобы его не оставалось. Так, друзья, подошва приклеена. Я обчистил ее уже от клея. Излишки убрали, пооттирали. Теперь приступаем к прошивке. Я всегда начинаю с внутреннего шва. Нитку я использую 280, у меня уже провоченная. Вы же лучше, если вы покупаете текстилевую, там маленькие бобиночки, это 375, либо 280 также идет, либо 187 тоньше она, но она сильнее рвется, скажем так, когда при прошивке. То ее по-любому вам надо взять какую-то свечку или воск и взять ее, обработать вот этим воском, чтобы она дольше служила. Так, крючок я использую 1,8. У меня на вот такой он подстановочке вставляется. Также используется, можно для прошивки использовать 1,6, и двойка. Это прошивочный идет. Приступаем. Я беру по внутреннему шву отсюда. Тут же и будем заканчивать. Нам еще на нем, видите, у него бегунок замену делать. Но я его вам уже показывать не буду. Тут это видео у нас немножко о другом. Оно о замене подошвы. Лучше всего, чтобы был равномерный шов, ручечкой понамечайте где-то сантиметр или 0,8, как вам удобно. Можете один чуть больше сантиметра. Это уже на ваше усмотрение, какая строчка будет. Это у меня уже рука просто набитая. То я свободно иду, у меня равномерный шов получается. Вы же, я думаю, все-таки лучше ручкой наметьте. Я вам на одном покажу, второй я уже там потом прошью.
Просто не буду, по видео сильно длинно растянется тогда, если я буду два показывать. Хотя бы один, и то понятно. Делаем петельку, пробиваем, цепляем, вытягиваем. Продеваем и затягиваем. Сложности особой нету. Тут главное, что в основном в замене подошвы самое сложное это аккуратно разобрать и потом аккуратно собрать ее. Прошивка это уже обычная система идет. И правильно сделать замеры. Вот это вот самое главное. Доходим до самого неудобного места. Носочек. Те места, которые люди в основном самое больше не любят. То, что начинается разрыв нитки. И тогда начинается проблемно. Смотрите, я выхожу вот так вот чуть-чуть наискось. У меня крючок аж практически вот аж до замка достает. Можете крючок даже вытянуть отсюда, ну, чтобы у вас длиннее был. Наискось протыкаем, тогда ну, ты пальцем туда аж руку не тянешь. Вы непосредственно вот тут цепляете крючочек. Все. Вот, идем пошагово, не спеша. Спешить нам некуда. Так, прошито носочек, самое сложное. Теперь на пяточку выходим. Проходим саму пяточку. Тут уже гораздо проще. Хотя бывает такая пятка, что ого, попробуй еще пробить. Было и засверливал. Ну, у нас тут нормально, в принципе, все идет пока. Без каких-то либо проблем. Так, заканчиваем. Доходим до конца. До начала, точнее, откуда мы начинали. И потом делаем, как на машинке, возврат просто в несколько строчечек и обрезаем. Все, смотрите. Закончили. Видите, отсюда я начинал, сюда я и пришел до этого места. Теперь назад просто делаем возврат. Строчечки две хотя бы. Можно даже не в саму, где мы вот проходили, а вот тут чуть-чуть
посередине взять, чтобы меньше она была. Лучше держаться будет. Все. Теперь обрезаем. Обрезаем. Одна. Вторая. Так. Еще одно скажу. Вот тут бывает, когда пройдешь, ну, когда приклеиваете, где-то краешки, к примеру, у вас не взялись. Немножко не ухватились там, ну, по самому краю. Бывает такое, что где-то отстало, где-то. Берете простую отверточку, намазываете, берете клей, и вот это все просто проходите клеем. Даете ему это высохнуть, потом опять же прогреваете и придавливаете, оно все возьмется. Так, и второй мы так само берем и начинаем прошивать. Опять же я беру так само, как и тот, с внутренней стороны, чтобы меньше было заметно, где начинали. Это моя катушка далеко покатилась. Вытягиваем ниточку. Да, опять же, не показал, как тогда ниточку вытягивать, сколько оставлять. Я делаю 3 оборота. Сделайте. Что-то я не ухвачу. Все. Раз. 2. Это маловато, еще добавить. Сделайте 3 оборота. Я приблизительно так. 3 оборотов с головой хватит вам. Тут даже 2,5 хватит. Ну, думаю, 3 лучше. Пусть немножко чуть-чуть у вас длиннее оно будет, чем у вас просто не хватит нитки. А потом придется обрезать и по новой с того же места, где закончили, начинать. Так, ну что, друзья. Я показал, каким образом разобрать подошву, каким образом сделать замеры, как ее потом приклеить и, соответственно, прошить. То есть полностью посадили. Сами видите, подошва неплохая получилась, по размеру села, все прекрасно. Так что пробуйте, тут немножко вашего усердия нужно. Думаю, у вас все получится. С вами был Александр на канале Сапожник. Спасибо за внимание.